Ага, и на счет 3 встряхнешь. Погнали. Еще разок, прям сильней. Погоди. Давай. Поехали. Есть. А спиной ко мне стань. Привет, YouTube, Максим Густарев на связи. Я решил показать вам бэки с 5-минутной сессии с Инной. Сразу влепите лайк, так я хоть пойму, что формат бэкстейджей с объяснениями вам интересен и буду пилить его чаще. Поставили? Ну погнали. Мы прикатили на пару дней в Турцию, навестить нашу кошечку. Кошечки на прогулке. Хотелось, конечно, забрать ее с собой, но из-за бюрократической волокиты пока не вышло. В утешение мы решили хотя бы порадовать себя съемками. Взяли Ангелину и поехали в мой любимый Гёйнюк каньон, Делегация хоббитов. в котором я провел уже, наверное, миллиард съемок. Кстати, если вы будете отдыхать в Анталии, обязательно выделите один день на посещение каньона, ведь он находится всего в получасе езды от центра Анталии. Лучше приезжать, конечно, утром, пока нет туристов, либо как мы, приехать к обеду и не идти по туристическим тропам, а сразу спуститься в сам каньон, к горной реке. Но тут частенько придется идти вброд. Если последуете нашему пути и сразу под мостом пойдете вверх по течению, то найдете огромное количество локаций для фотографирования портретов, где в кадре будут и огромные гладкие булыжники, и рельефные скалы, склоняющиеся над горной рекой. И даже в яркую солнечную погоду, когда солнце в зените, жесткий свет не испортит картинку, так как в каньоне очень много теней, и благодаря реке он богат на переотражение, с которым вы можете играть. Почему столько резко? Вот так сделай, вот так, смотри. Типа чего? Это мочу. С Инкой мы решили устроить челлендж. Поснимать на одну камеру и на совершенно новый для нас объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Если что, основное рабочее фокусное расстояние у Инны 85, а я вообще уже лет 5 как пересел на 24 мм. В итоге у нас был комплект налегке из Sony A7C и мануального TT Artisan с 50 мм f1.4 с тильт-наклоном оптической оси, который очень круто себя показал, особенно в портретах, где нужно было наклонять плоскость фокуса в соответствии с положением модели. Позже на канале об объективе будет полноценное ревью, поэтому не пропустите, подпишитесь. Вот хочешь классную фишку? Если ты пустишь волну... Именно вот так вот ногой сделай. Смотри, волна сделает у нее на лице блики. Они и так у нее есть на лице. Будут еще сильней. Зато свободная рука. Вообще я тоже хочу прикольно сделать потом как рациональная картошка. Весь день мы провели в каньоне. Я снимал Ангелину, Инна фотографировала меня, я потом фотографировал Инну, а Инна Ангелину. Свингер-фотограф какие-то. На улице жара, мы по колено в воде. И разумеется, Инна в своем прекрасном купальнике не оставила мне выбора. За 5 минут я урвал последние лучи заходящего за горы солнца, и у меня получилась просто божественная фотосессия с прекрасной Инкой. Но давайте обо всем по порядку. Вообще очень здорово, когда вы добавляете в кадры линейную перспективу. Даже в природе ее можно найти. Левая коленка, да, поднимай на носочек. Ведь она Класс. как-никак позволяет разбить фотографию на разные планы. И тем самым лучше отделить модель от фона. Также хорошим сепарированием на планы нам послужил контровой солнечный свет. Здесь он находится за кадром в верхней части фотографии и падает исключительно на Инну, подчеркивая ее контур. А еще раз также волосы стряхни. А намочи их еще быстро. Ага, и на счет 3 встряхнешь. Погнали.
Всю съемку я провел исключительно на 50 мм, а это фокусное расстояние, в свою очередь, устанавливает ограничения. Вы не можете работать с точек съемки супер сверху, либо супер снизу, и вы работаете исключительно с точки съемки с уровня глаз. И если вы захотите получить более вариативные снимки, вам придется работать не с ракурсами, а с более динамикой, эмоциями и движениями в кадре. Никуда не уходи. А сейчас здесь пасмурно еще. Обратите внимание, то, что сейчас на Инну падает фронтальный свет от белого чистого неба, за счет чего этот цвет дает достаточно мягкий свет-теневой рисунок. Ну а так как слева и справа от нее находятся скалы, которые свет не отражают, картинка остается контрастной. А спиной ко мне встань. Ой, облокотись на руке. Ага, спиной ко мне спиной. А левую руку вниз опусти. Вау. Сейчас грудь немного руками сведи. Не-не-не, лучше руки внизу держи вот так вот. Пальцы и просто да. В отличие от широких углов, 50 мм даст вам очень плоскую картинку, если расстояние между моделью и фоном будет очень малым. Лучше всего, чтобы в кадре все-таки присутствовал отдаленный от модели бэкграунд. Любящий муж всегда помог. Смотри на меня. Покерфейс, да. Да. Пальчики держишь у груди, вол класс. Локти в разные стороны. Да. Нет, подожди, сейчас 3 секи. Еще быстро кадрик сделаю. Смотри на горизонт больше. Да. Я все-таки решил проэкспериментировать со своими любимыми точками съемки и опустил камеру непосредственно к поверхности воды. Благо дело на Sony A7C есть поворотный дисплей, который позволил мне всю картинку визировать. А на меня загляни немного, голову наклони, вот ухом, да. Во. Но сама смотришь на горизонт. Я попросил Инну наклонить голову в сторону камеры, так чтобы ее ухо смотрело непосредственно в объектив. Таким образом я получаю более естественный профиль портрета. Класс, останься. Что очень важно при съемке с точки съемки снизу, чтобы у вас просто в кадре не вылезли здоровенные ноздри и большой подбородок. Благодаря тильт-наклону оптической оси в объективе 50 мм от TT Artisans у меня получилось изменить области фокуса. В данной фотографии бедра Инны и ее голова приблизительно равно удалены от камеры, и по идее они должны быть в фокусе вместе, но так как плоскость фокуса была наклонена, бедра ушли в расфокус, а кончики волос, которые намного более приближены к камере, остались резкими. Есть. На всех кадрах я постарался сделать очень легкую условную обработку. Через модуль камера RAW я расширил динамический диапазон ползунками Highlight Shadows и через оптику, подгрузив профиль 35 мм f1.2 Sigma Art и подвинув ползунок дисторсии на 200%, я сделал так называемую быструю без регистрации SMS пластику, сузив центральную часть изображения и расширив края. Открыв это все дело в фотошопе, с помощью модуля пластика я также немножечко поджал талию, увеличил овал прически и немного скорректировал грудь. В плане цветокоррекции я изгаляться не стал и накинул элементарные корректирующие кривые с color balance, и фотография уже была готова. В итоге у нас получилась с Инной вот такая уютная серия, которая хорошо поместилась в бесшовную галерею, как делать которую я рассказывал в предыдущем видео. Ну а если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нам с Инкой будет очень-очень приятно. Ну и до новых встреч, пока! Вот так ты точно сможешь. Да, вот так и запираю. Ты грудью нырни, чтобы у тебя платье не было наполовину сухим, наполовину мокрым.